Я люблю путешествовать почти без плана. Не потому что план не нужен, а потому что иногда страна лучше раскрывается, когда ты оставляешь себе право свернуть не туда. Но есть одна вещь, которую я не люблю – толпы. Поэтому Черногория в мае показалась идеальным вариантом. Уже тепло, сезон почти начался, но летний поток еще не накрыл побережье. В Черногории живет примерно 623 тысячи человек, а за 2025 год сюда приехало около 2,7 миллиона туристов, в 4 раза больше населения всей страны. Как же маленькая страна выдерживает столько внимания, если все едут примерно за одним – морем, бухтами и старыми городами? Давайте разбираться. Поездка начинается замечательно, потому что у меня была арендована машина, вернее, назначенное время, и меня никто не встретил. Офиса или представительства этой компании нет в аэропорту Подгорицы, и они не отвечают ни на звонки, ни на сообщения. И мне в срочном порядке пришлось искать новый рентал, и это намного дороже. И они сейчас сюда едут, и я надеюсь, отсюда я выйду и не буду тут торчать уже 2 часа в поисках своей машины. Но у меня уже такое не впервые, я приучен к таким вещам. И знаю, что нужно не терять время, а побыстрее искать и писать в WhatsApp или Viber всем возможным ренталам для того, чтобы найти машину. Еще был один нюанс. Я приехал не в самый обычный момент. Уже завтра в Черногории был особый день. И найти свободную машину в такой маленькой стране оказалось не просто вопросом удобства, а почти удачей. Вообще в Черногории машина сильно меняет путешествия. Да, можно передвигаться автобусами или брать экскурсии, но тогда страна открывается по расписанию. Где остановили, там и смотришь. Сколько дали времени, столько и есть. А мне хотелось как раз обратного. Ехать почти без жесткого плана. Сворачивать, останавливаться, менять маршрут и не зависеть от того, куда сегодня везет автобус. Подгорица для меня была скорее начальной точкой, чем местом, где я планировал задерживаться надолго. Да, это столица и самый большой город Черногории, но здесь живет около 180 тысяч человек, поэтому по ощущениям это скорее небольшая европейская столица с парочкой достопримечательностей. Это площадь Независимости. Тут, конечно же, такая поздняя социалистическая архитектура, югославские вот эти все невысокие здания конструктивистские. И сегодня будет концерт, поэтому сзади такая площадь. А еще завтра, оказывается, День независимости Черногории, и это юбилей, и приедет Рики Мартин, будет тут петь. А сегодня также кто-то будет петь или играть, не знаю. Но я это узнал абсолютно случайно, пока ехал на новой уже арендованной машине в город. После короткой прогулки по центру стало понятно, что от людей сегодня никуда не деться. Но я бы не назвал это минусом. Скорее наоборот. Не каждый раз приезжаешь в страну именно в день ее независимости и случайно оказываешься среди праздника, где можно просто остановиться и послушать концерт вместе с местными.
Если пройти чуть дальше в старую часть Подгорицы, город становится заметно другим. Здесь уже чувствуется ее османское прошлое. Старовараш, Сахат-Кула, мечети, каменные улицы и старые мосты. Район небольшой, но именно в этих деталях видно, что Подгорица долго была городом на стыке разных эпох и культур. Если пройти буквально метров 600 от башни, то здесь расположен такой довольно миленький мост, который называется мост Османакича или мост Хаджи Паши. Также нетрудно догадаться, что это связано с Османской империей. Но, как я прочитал, то первые мосты вообще здесь строились еще при римлянах. Ну и тут открывается отличный вид на эту реку. И рядом также замок есть. Тут, оказывается, возле Подгорицы есть водопад, который называют местные Ниагара Фоллс, Ниагарские водопады. Конечно, они ассоциируют это с водопадами в Канаде и Америке на границе. Но они не такие внушительные здесь, но все равно достаточно сильный поток воды. Утром людей практически нет. Сегодня день независимости. Поэтому мне повезло оказаться без людей. Я встал очень рано, потому что изначальный план был простым – успеть увидеть как можно больше городов за один день. Поэтому будильник прозвенел в 4 утра, но уже с каждым новым километром этот план начал меняться. Узкие дороги требовали постоянной концентрации, а балканское движение, к которому я, кажется, никогда не привыкну, быстро забирало силы. Обгоны, резкие маневры и почти полное отсутствие уважения к другим на дороге постепенно сделали маршрут гораздо скромнее. Особенно это стало понятно по пути к смотровой площадке над петлей реки Црнаевича у Скадарского озера. Место оказалось красивым, но сама дорога только подтвердила, что сегодня лучше не гнаться за количеством. В итоге Петровац стал ближайшей точкой, до которой действительно хотелось доехать спокойно. Дальше была остановка в Будве на обед, а затем я решил не геройствовать, а изменить план. Переночевать в маленьком Розе и уже утром с новыми силами попробовать увидеть хотя бы часть того, что осталось за пределами первоначального маршрута. Я в городе Петровац. Это такой маленький, спокойный городочек. Тут на самом деле немного достопримечательностей. Есть небольших 2 острова интересных с церковью. Античный слой, который можно наблюдать здесь. Ну, самое главное, что это такое место, где можно просто отдохнуть и насладиться природой, оливковыми деревьями и замечательной солнечной погодой. Переночевать я решил в небольшой рыбацкой деревне, которая называется Росе. А напротив находится город Херцег-Нови. И туда можно переплыть на пароме. И я скоро позавтракаю и поеду дальше по побережью. Далее буду направляться к, скажем так, горным частям страны вглубь. Отдельно стоит вспомнить и Свете Стефан, небольшую бывшую рыбацкую деревню на острове, который соединен с берегом узкой дорогой прямо через море. Сегодня это уже не просто обычный поселок,
один из самых узнаваемых видов Черногории и закрытый курорт, куда нельзя просто так зайти погулять. Поэтому моя остановка здесь была совсем короткой. Скорее, чтобы снять его со стороны и увидеть своими глазами. Но даже этого достаточно, чтобы понять, почему это место почти всегда появляется в разговорах о Черногорском побережье. Я приехал в город Котор, и, как по мне, это самый интересный город из всех близлежащих. И я заказал себе, кстати, капучино. Не просто так, потому что этот город очень сильно был связан с Венецией, а именно с Венецианской республикой. Тут сохранилось очень много венецианской архитектуры, вот этот венецианский дух. Ну и кроме того, здесь останавливаются очень большие круизные лайнеры. И не просто так, потому что это действительно интересное место, и этот город входит в список наследия ЮНЕСКО. В Которе особенно заметно, сколько проблем приносит городу большой туристический поток. Старый город совсем небольшой, а когда в порт заходят круизные лайнеры, несколько тысяч людей могут оказаться в узких каменных улицах почти одновременно. Отсюда пробки, шум, сложная парковка, перегруженные улицы и ощущение, что жизнь города все чаще подстраивается под расписание туристов. Но с другой стороны, именно этот поток показывает, насколько Котор важен для Черногории. Он дает работу, поддерживает рестораны, экскурсии, отели и маленький местный бизнес. Поэтому проблема здесь не в самом туризме, а в том, как сделать так, чтобы город зарабатывал на своей популярности, но не терял нормальную жизнь. После побережья мы уходим в горы, в национальный парк Дурмитор. Последние две точки маршрута здесь – Черное озеро и перевал Седла. Дорога постепенно поднимается почти к 2000 метров, и Черногория резко меняется. Я приехал на одну из самых высокогорных точек Черногории. Это называется место перевал Дурмитор. Он находится на высоте около 1900 метров, и тут открывается потрясающий панорамный вид на горы. Сейчас тут даже есть вот 1-2 метра снега в некоторых участках, и сильный ветер дует, и очень холодно. Также здесь есть тропы для восхождения в разных источниках, это от 5 до 8 часов. И я сижу это записываю в машине, потому что настолько сильный ветер, что у меня даже машину шатает туда-сюда. И поэтому я посчитал, что лучше записать здесь, чтобы вы хотя бы что-то услышали. Черногория действительно очень маленькая страна, и на побережье это иногда чувствуется слишком сильно. Красивые города стоят почти вплотную, дороги узкие, людей много, а пространство быстро заканчивается.
Но стоит подняться выше, в сторону Дурмитора, и этот недостаток будто исчезает. Все начинает восприниматься иначе. Вместо тесноты появляется масштаб, вместо спешки в воздухе тишина. И в этом, пожалуй, главная особенность Черногории. За несколько дней можно почти объехать всю страну и увидеть море, старые города, бухты, каньоны, озера и горы. Расстояния небольшие, но ощущение пути получается намного больше, чем сама страна на карте.